Привет, дорогие друзья, подписчики и все, кто меня смотрит. Спасибо вам за то, что смотрите меня. Сегодняшнее видео будет посвящено а, неприятному событию, как я потерял дрон и потом организовал поисковую операцию и нашел его. Потерял я его из-за программы Личи, по моему мнению, из-за недоработки разработчиков, ошибки, я так понимаю. Вы видите, я тут убыстряю определенные кадры для того, чтобы видео было более коротким и хронометраж сохранился. Видите, был лендинг. Вот, я его отключил. В принципе, для начала просто взлетел. Поглючило компас, потом все стало нормально. Потом, значит, был лендинг. Это сама Личи включил, я его выключил, этот лендинг. Да, вот, соответственно, перешел в режим FPV. Одел, соответственно, очки, начал полет. Так, немножко тут расскажу, для чего вообще изначально видео планировалось испытать режим FPV VR в режиме джойстик, то есть не вокруг своей оси крутишься, а только поворотом головы управляешь дроном. Сейчас увидите, что из этого вышло. Я сейчас перехожу в F-режим. Да, включил джойстик, смотрите, да, и очень все начало. Дрон начало крутить, и я, честно вам скажу, я даже не смог его никаким образом стабилизировать. То есть вот этот режим джойстик, как минимум мне был очень-очень неудобным. Я реально не мог. Я вроде как его стабилизировал, буквально там на несколько градусов голову там поворачиваешь, его снова начинает крутить. В общем, управлять этим делом крайне сложно, ощущения обратной связи нет. То есть режим, как по мне, неудачный. Вот. Видите, попытался я там его стабилизировать, но управлять этим делом очень неудобно и сложно. То есть я его никому не буду рекомендовать, потому что сам я с ним не справился. Смотрите, что из этого вышло. Потом, смотрите, я включаю режим управления не поворотом головы, тоже поворотом головы, но вот куда посмотрел, туда и дрон повернулся. Повернул на 10 градусов, и дрон повернулся на 10 градусов. То есть повернулся вокруг своей оси 360, и дрон сделал 360. Смотрите, стало все классно. Появилась обратная связь, ощущения. Смотрите, все классно. Кстати, в углу у нас картинка с дрона. А основная картинка это у нас с экрана мобильного устройства. И, соответственно, что? Я полетел снимать видео. В прошлый раз я улетал на 500-600 метров. Мне понравилось. Я решил в этот раз полететь дальше. И был полностью уверен, что как только связь у меня пропадет, дрон, как и в случае с DJI Go, включит режим Return to Home, возврат домой, и вернется домой. Немножко там дергалась картинка, но это было вполне себе там адекватно, и управлять им было очень приятно. Соответственно, ничего не предвещало беды. Летел с полной уверенностью, что я в безопасности. Однако, как оказалось позже, это не так. Да, смотрите, начала рваться картинка.
на вот где-то там 700-800 метров. И, соответственно, я вам честно скажу, вот у меня в DJI Go дрон не улетал на такое расстояние. И я, знаете, сделал какой вывод, чтобы все услышали. Я думаю, что Личи управляет дроном по каналу 2,4 ГГц. Других объяснений у меня нет. Вот именно в режиме FPV, VR, в очках она управляет дроном по каналу 2,4 ГГц. Вот так. Это мое предположение. Почему у меня дрон вылетает. Смотрите, то есть дрон улетел на 900 метров, потом произошел дисконнект, видите. И ну, там было небольшое убыстрение видео. В общем, все это продолжалось достаточно долго. Минут 5 я включал на пульте, соответственно, возврат домой. Ничего не помогало. И смотрите, что я начал делать. Я перешел в режим карты и начал делать скриншоты. Видите, вот скриншот сделал. Для того, чтобы понять, где была последняя координата дрона. Потому что у меня трекера нету на дроне. Причем я в разных масштабах, видите, делаю эти скриншоты. Я понимал, что если мне ехать за ним, искать его, то мне нужно понимать хотя бы приблизительный квадрат, где он упал. Лес там достаточно большой, прочесать его, ну, было бы проблематично. Но это такая местный лес. Вот. Смотрите, в углу дрон еще висит. Он в воздухе, там порядка 50% в нем заряда, плюс-минус. Вот. Не получилось у меня, соответственно, видите, его вернуть. Я понимал, что он не возвращается. Я попытался запустить программу DJI Go и думал, что он может соединиться, по крайней мере, и дать ему команду вернуться домой. Но, смотрите, вот я попытался подключиться. Она показывала мне, что дрон около меня. Что на самом деле было не так. Ну, понятно, что тут претензий никаких к разработчикам DJI Go нету, потому что дрона нету, ну, поэтому вот так. Значит, да, смотрите, выхожу, выгружаю, снова загружаю Личи. Ну, у меня, соответственно, дисконнект. Ничего не происходит. Вот. Уже скриншоты сделал. Вот. Соответственно, дрон, смотрите, дрон все еще висит, он в воздухе. Пытаюсь вызвать его обратно с помощью пульта. На пульте щелкаю там переключатель S2, пульт пищит. Пытаюсь поднять антенну, пытаюсь там ее там как можно выше поднять над собой. И смотрите, видите, была связь буквально там на 1 секунду. И видите, дрон начал снижение. Я пытаюсь подключиться, ну, в общем, каким-то образом у меня там, ну, не то что паника, но я вот борюсь, пытаюсь подключиться, сделать так, чтобы дрон вернулся. Естественно, вот этой картинки я не видел. Смотрите, у меня появилась картинка буквально там на 1 секунду, но при том, что пульт работал, на возврат домой этого сигнала не поступило. И дрон снижается. И была, кстати, информация, Личи мне сказала, что осталось буквально 25%. Смотрите, дрон снижается, я этого не вижу, я пытаюсь бороться, Вот он, крэш. Вот смотрите, что с ним произошло, он упал. Вот видите, пропеллеры там крутятся, палочкой. Что я делаю? Я понимаю, что
это более, ну, будем говорить, точная координата, потому что информация пришла позже. И я снова делаю скриншоты. Смотрите, видите? Я снова делаю скриншоты. Пытаюсь вот все это дело зафиксировать, чтобы понимать, где он. Но я еще не знаю, там, в полете он, не в полете. Я до последнего надеялся, что он, конечно, вернется. То есть вот в это время я еще думал, что он может прилететь, но я уже знал, что в нем осталось всего 25% заряда. Вот. Еще раз пытаюсь запустить DJI Go, потому что надеюсь, что еще можно его вернуть. Вот. Пытаюсь. Ну, я уже не знал, какие как бы идеи применять. Вот. Конечно, у меня была идея там сесть на велик и поехать в его сторону, но вдруг бы сработал возврат домой, представьте. Вот. DJI Go снова не работает. Вот. Я пытаюсь вот нажать возврат домой и на пульте, и вот здесь думал, что сработает. Ничего не срабатывало. Пульт уже, вернее, дрон уже валяется, вот смотрите, там кверх ногами, картинка с него передается, хронометраж выдержан. Вот. Ребята. И вот Да, смотрите, теперь я пошел на поиски, поэтому перестаю комментировать. Что я делаю? И слушайте уже в лесу. репортаж с По места местным меркам это лес. событий. Так, ребята, летал в FPV режиме, в очках. Улетел на 1 километр. И подлая личи не включила возврат домой. Хотя в настройках при пропадании сигнала четко написано возврат домой. Ну, честно скажу, у меня на квадрике нету GPS трекера. Соответственно, что делаем? Последнюю точку зафиксировал, где это. И теперь по Google картам пытаюсь найти это место. Надеюсь, он здесь сел. Буду продолжать свой репортаж. Так, в Google карты. Так, вот смотрите. Показывает мне место здесь. Так. А на фотках. Так, смотрите на фотках место. Вот где-то надо его будет найти. Так. Мне кажется, я слишком глубоко зашел. Так. Как бы змей здесь не позацеплять всевозможных. Ищу, ребята, свой квадрик. Смотрю. Вот. И идем, значит, продолжаем искать коптер. Переключался, смотрел на карту. Уже думаю, что где-то мы здесь близко. К нашему коптеру. Тут, ой, извиняюсь, странно, змеи.
у нас, извиняюсь, так, ну это, во, кстати говоря, колючки, извиняюсь, вот он, извиняюсь еще раз, очень колкая трава. Сейчас. Итак, вот нашел нашего красавца вверх ногами, в грязюке весь, палка какая-то между пропеллерами. Ну, в целом вроде муравьи какие-то ползают по нему. В целом вроде нормально. Рабочий. Вот он наш красавчик. Колючки, вот смотрите, вот эти колючки очень колючие. Весь мокрый. Пока добрался до него. Так, давайте попробуем. Подключиться после крэша. Что-то не не подключился. Пробуем. Нет, видать, севшие батареи двигателя не запускаются, но не страшно. Самое главное, коптер жив. Ну как жив? Это будет, конечно, понятно после того, как это будет понятно после того, как мы его зарядим, потому что непонятно с какой, ну понятно в принципе, с какой высоты он упал. Так, ребята, снимаю, извиняюсь за качество видео, в полевых условиях снимаю. Так, первое, что делаю, так как тут у нас много пыли, всего остального, грязи, первое, что делаю, это одеваю на камеру крышку. Подвес горячий, кстати. Посмотрим, что он наснимал, как он падал. Я думаю, это будет очень интересно. Пропеллеры вроде снимаются. Тут у нас небольшое повреждение. Но он не треснул. Ну, тут просто как бы... Так, у нас пропеллер один вот туго. Ну, вроде я как его справился. Так, все в каких-то ветках. Я тут поехал. У меня в рюкзаке был Nikon. И я, честно скажу, больше переживал, что его кто-то найдет и стибрит. Но вроде бы как здесь это не принято. Ну, на всякий случай, как говорится. Так, пропеллеры снял. Все удачно. Так, вот смотрите. Небольшая риска, наверное, не видно ее. Ну, бог с ним. Небольшая риска. Так, в целом
целый. В целом целый. Так. Вот мой мега рюкзак. Сюда все и укладываем. С ним езжу. Я вам честно скажу, я когда понял, что я квадрик теряю, у меня было несколько мыслей, что первая мысль поехать в сторону квадрокоптера, куда он полетел, поехать в его сторону, и там как раз еще было заряда 50%. Можно было успеть, то есть у него еще было так, по большому счету минут 12 на велике. В принципе 12 минут достаточно, чтобы проехать метров 200, 300, 500, может быть, и попытаться подключиться пультом. Но я прям до последнего верил, до последнего я верил, что он вернется. До последнего, что он все-таки вернется. Однако, ребята, нет. Итак, друзья, подписчики, какие выводы мы можем сделать? Не летайте на личи далеко в FPV режиме. Не летайте дальше, чем он улетал у вас на DJI Go. Сначала сделайте тест, проверьте, как он у вас летает на DJI Go, когда срабатывает в среднем возврат домой. И вот это ваш как раз ваше расстояние, соблюдайте его. Можете добавить, ну, еще где-то 100, ну, максимум 200 метров к этому результату, не больше, не больше. Идем к нашему транспорту. Иначе вы можете его потерять. Я считаю, что мне сегодня очень сильно повезло. И я отделался. Ну, правда, еще не знаю, ну, посмотрим. Ну, так вроде повреждений внешних не замечено. Таких, чтобы треснуло там что-то, как у других. Это. Вот вышли к нашему транспорту. Ну, вот видите, пока на машину денег нет, ездим на вот этом. Друзья, вот, продолжаю видеорепортаж по спасению коптера. Как вы уже видели, с коптером я справился, ну как не справился, я его нашел. Нашел только лишь по той самой причине, как я его нашел. Когда пропал сигнал, что я сделал? Я не выключил программу, я переключился в режим карта и в разных масштабах сделал скриншоты. Таким образом, я приблизительно нарисовал себе квадрат, в котором я буду искать свой квадрокоптер. Это мне помогло. Я его достаточно быстро нашел, прыгнул на велик. Мне повезло, что это был лес, что он не упал там никому на голову.
Мне повезло, что это не была вода, что он не утонул. Потому что вода у меня тут, пожалуйста, море Средиземное, сами видели по карте. Мне повезло, что я сориентировался, сделал эти скриншоты. В общем, ребята, не допускайте моих ошибок. Если это произошло, делайте скриншоты и сразу выезжайте на место падения вашего квадрокоптера. Ищите его. Не летайте на Личи далеко. Летайте приблизительно на такие же расстояния, как и вы летали на DJI Go, плюс-минус 100 метров. Будьте осторожны. Всем вам удачи, удачных вам кадров. Не теряйте свой коптер. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, комментируйте. Плохо или хорошо, комментируйте. Спасибо вам огромное за то, что вы меня смотрите. Пока-пока. С вами был Серега.